Подписчикам привет! Сегодня Леон, 1994 год, автор сценария и режиссер Люк Бессон. В ролях Жан Рено, Натали Портман, Гарри Олдман, Дэнни Айелло, бюджет 16, сборы 45,3 миллиона долларов. Сюжет. Фильм о том, как киллер Леон спас девочку-соседку, у которой убили всю семью, и она решила отомстить. Вот, собственно, и все. Могло ли так быть на самом деле? Скорее нет, чем да. Прав был ли он, когда говорил, что он работает один, не надо было ему связываться с этой девчонкой, в конце концов она его погубила. Матильда меня очень бесила. Зачем, например, она сказала портье в отеле, что Леон не отец, а ее любовник? Она мала, чтобы быть киллером, но довольно взрослая, чтобы понимать, что за связь с несовершеннолетней светит уголовная статья. Хотя что с нее взять, матери нет, а отец употребляющий хранитель и торговец запрещенными веществами. Вот каким местом он думал, когда вообще влезал в этот бизнес? Мало того, он украл часть товара и думал, что ему это с рук сойдет. Кто-то скажет, ну у него семья большая. Ну так не надо заводить большую семью, если не можешь прокормить. В итоге всех убили из-за папаши. Кто меня еще поразил, так это главный злодей Стэнфилд в исполнении Гарри Олдмана. Когда-то давно я смотрела фильм и не знала такого актера. Я думала, какой-то французский актер. Может быть, именно поэтому его персонаж вселил в меня просто панический ужас. Вот честно, более зловещего злодея я, наверное, не припомню. Начиная со сцены, когда он странно запрокидывает голову и глотает капсулу. У меня было ощущение, что он сейчас превратится в шестиглавое чудище. А когда он складывает ладони в лодочку и прокладывает себе путь сквозь висюльки под классическую музыку, не могу описать ужас, который меня охватывает. Сегодня я опять пересматривала фильм. Страшно было, как в первый раз. И еще хочется остановиться на моменте, когда Матильда, возвращаясь из магазина, видит, как расправились с ее семьей, направляется к Леону, звонит в дверь и умоляет открыть. А Леон не может решиться открыть. Время, кажется, останавливается. У меня сердце замирает на этом моменте. Ну вот дверь открывается, и дневной свет озаряет лицо Матильды. Она спасена. Лучшая сцена, на мой взгляд. Фильм легендарный, интересный. Леона очень жалко. Но я ж тут сегодня подумала, а нужны ли такие фильмы? С финансовой составляющей все ясно. Деньги вложили, окупили, прибыль извлекли. А с морально-этической? Или фильм о том, что не надо детям брать в руки оружие и идти мстить, тем более силы слишком неравны. Сцена, когда Матильда с пакетом, в котором было оружие и пицца, заходит в туалет за Стэнфилдом, на что она рассчитывала? Меня охватило такое раздражение, я просто пришла в бешенство. Отвечая на вопросы Стэнфилда, она подставила и себя, и Леона. Ох уж эти дети, они мнят себя взрослыми, хотят вырваться из-под опеки и совершают столько ошибок, а ответственности не несут. Матильда со своими желаниями отомстить и любить просто уничтожила Леона, который мог бы еще лет 10, а то и 20 заниматься любимым делом, а потом уйти на покой. Так что, дети, учитесь и слушайте взрослых. Быть взрослым — это не только «что хочу, то ворочу», а еще и брать ответственность за эти хотелки. А это иногда ой как сложно. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал.